Эта икона появилась в отделе реставрации в 2014 году для полного раскрытия, для полного объема реставрации и исследования. Икона раскрывалась под бинокуляром, послойно, удалялась олифа и записные слои. При этом использовался метод щадящего раскрытия, то есть там, где не сохранился автор, оставляли записные слои. Икона была написана в первой трети XV века. Центральный образ иконы «Спас Вседержитель» написан очень тщательно художником, с большими подробностями по сравнению с другими образами. И авторский слой сохранился здесь лучше всего. Фигура Иоанна Предтечи после удаления записи изменилась. Особенно изменилось личное письмо. Контур лика стал немножечко уже, появились новые пряди волос, которых не было в записном слое. То же самое получилось со свитком. На свитке сделано было 2 пробные маленькие расчистки, чтобы найти текст и авторский слой. И потом уже началось раскрытие с верхней части, и показались 2 строчки авторские, они более крупные по сравнению с записными. «Се агнец Божий» 2 строчки, а дальше по тексту «В земле грехи мира» этот текст уже исчез. И поэтому было решено оставить поздний записной слой в нижней части свитка, а авторский только в верхней части свитка мы видим. Затем вот на фигуре Софии Премудрости Божией был удален один записной слой, и этот слой находился в контурах авторского рисунка. Этот слой был более темный, такой бежево-серый, далматик был. Авторский все-таки это яркая охра с золотым асистом. Крылья тоже были темно-красного цвета, вот они стали более яркие. Единственное, что изменился жезл. Записной жезл был короче, он доходил до середины головы Софии Премудрости Божией. А когда открылся нимб, то вот жезл стал выше авторский, и уже окончание имел в форме лилии. На фоне лежали 2 слоя записи. Это было творёное золото и 2-й слой записи красной охры. И после удаления этих послойных записей открылся авторский слой светлой разбеленной охры. Но он, в общем-то, художником выполнен неоднородно. Верхняя часть – это более холодная и светлая, а пониже, с добавлением киновари, идет утепление этого фона, поэтому он такой придает как бы игру светло-холодного и более теплого тона. Художник использует такой интересный прием живописный, разный помол пигментов. То есть пигменты могут быть мелко тертые и крупно тертые. Вот как мы видим на красной одежде ангела, нам кажется, что это вот однородный такой красный яркий цвет, а на самом деле он написан в 2 слоя. Нижний слой – это вот такая мелко тертая оранжевая киноварь, а верхний слой – киноварь малиновая. Она такими крупными малиновыми, как бы гранатовыми агрегатами лежит на поверхности, и сочетание оранжевой киновари и малиновой киновари создает вот нам такую палитру красивую вот этого алого красного цвета. То есть это высокое мастерство художника XV века. Вот такие приемы, они как раз были характерны в XV веке.